Применение интерактивных методов обучения. Часть 6. Середина урока. 3 принципа эффективного урока. Работают все и работает каждый. Интересно мнение каждого и радуют успехи каждого. Все благодарны каждому за его участие, и каждый благодарен всем за свое продвижение к знаниям. Каждый имеет право на инициативное предложение. Все и каждый имеет право высказать свое мнение. Мнемоническая или ментальная карта. Другое название – интеллект-карта. Автором данного приема является Тони Бьюзен. На листе формата А4 или более составляется схема-шпаргалка по изучаемой теме в процессе знакомства с ней. То есть этот прием подходит для изучения нового материала. Тони Бьюзен предложил поместить в центре листа ключевое понятие, а все ассоциации, достойные запоминания, записывать на ветвях, исходящих от центра. Главное условие – меньше текста, больше ассоциативных картинок, символов, знаков, формул. Данный прием развивает творчество, позволяет быть успешным всем ученикам, формирует умение выделять главную мысль, умение устанавливать связи между объектами, позволяет эффективно структурировать и обрабатывать информацию. После того, как карта создана, группы выходят защищать свою карту, то есть защищать свой проект. Лови вопрос. Учащиеся самостоятельно изучают новый материал и составляют карточки с вопросами и ответами. При этом они знают, что за толстый вопрос балл выше, чем за тонкий. Группа становится в круг после этого. Ученик, задающий вопрос, бросает мячик товарищу, который должен ответить. Если тот отвечает, то зарабатывает соответствующий балл. Если ответа нет, то баллы получает ученик, задавший вопрос, и он же отвечает на свой вопрос. Либо этот вопрос можно переадресовать другому участнику группы. Прием интервью. Класс делится на корреспондентов и респондентов. Корреспонденты задают вопросы респондентам по изучаемому материалу. Приветствуется содержательность, логичность, оригинальность и точность высказываний. Чтобы добавить эмоций, можно использовать настоящий микрофон. Учащиеся при этом систематизируют материал, проявляют творческую активность, развивается коммуникация. Лекция со стопами, то есть с остановками. Лекция – хорошо знакомый и часто используемый педагогический прием. Особенность ее использования технологии критического мышления заключается в том, что она читается дозированно. После каждой смысловой части лекции обязательно делается остановка. Во время остановки идет обсуждение проблемного вопроса или коллективный поиск ответа на основной вопрос темы. Или дается какое-то задание, которое выполняется в группах или индивидуально. Ну, конечно же, задание будет связано с той частью, которая уже прочитана. Таким образом, получается, пошаговое изучение нового материала происходит. Конкурс шпаргалок по теме. Суть приема состоит в том, что ученики, работая индивидуально, в паре или в группе, кодируют информацию по изучаемой теме, представляя ее в форме шпаргалки, а затем рекламируют ее классу. В течение короткого времени выбираются лучшие шпаргалки. Круги по воде. Алгоритм работы по приему. Первое. Выбрать любое ведущее слово из 5 или 6 букв без мягкого знака, то есть слово, не содержащее мягкий знак. Записать это слово в столбик. Написать рядом с каждой буквой какой-нибудь
существительное, глагол, либо прилагательное, которое начинается с данной буквы и ассоциируется с основным словом. Далее, после того, как все слова написаны, составляется связанный текст, рассказ с использованием всех этих слов. Например, добро, добрый человек, первая буква Д, О, обида, третья буква Б, богатство, четвертая Р, радость и пятая буква О, олицетворение. Итак, составляем теперь рассказ. Добро – олицетворение радости. Добрый человек дарит много света, прощает все обиды. Добро – главное богатство не только отдельного человека, но и всего общества. Математический баскетбол. Это один из моих любимых приемов. И следует отметить, что можно использовать не только на уроках математики, но и на других уроках тоже. Соответственно, можно будет тогда назвать химический баскетбол, географический баскетбол, да? Значит, здесь класс делится на две команды. Учитель предлагает разноуровневые задания по определенной теме, за решение которых можно получить 1, 2 или 3 балла. На обсуждение и предварительное решение отводится 15 минут. Право первого броска определяется по жребию. Первая команда выбирает задание, решает его и предлагает решить соперникам. Если соперники решают правильно, то считается, что мяч в корзину не попал. Если неправильно, то считается, что мяч попал в корзину. Если команда, бросающая мяч, сама допускает ошибку в решении, то стоимость задания увеличивается на 1 балл. Если ни одна команда не справилась с заданием, то учителем назначается штрафной бросок в корзину с домашним заданием. То есть это задание остается, становится домашним заданием. В начале следующего урока учитель проверяет, смогли ли ребята сделать это задание или нет. Вот. И так потом производится следующий бросок, потом следующий и так далее. В конце игры подводятся итоги бросков, да, сколько баллов набрала каждая команда. На этом все. Всем спасибо за внимание.